Друзья, всем привет! Меня зовут Вера. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня погода просто замечательная. Светит солнышко. Я вышла в одной футболке, хотя еще не лето. И хочу прогуляться возле моря и пройти к санаторию, где полицейский санаторий, по набережной. Показать, какая там набережная сейчас. В общем, я вас беру с собой. Друзья, пойдемте гулять вместе. Как же классно гулять, когда на улице тепло. Иду мимо магазинов. Это сетевые магазины А101. Потом здесь есть кафешечка. Дальше Алкомаркет. И следующий магазин это Шок. И с другой стороны магазин Бим сетевой. Ну и там орехи продают, парикмахерская мужская. А мы идем вперед. Хочу поближе подойти, показать, что есть возле магазина. Зелень разная, мандарины, апельсины, бананы, виноград. Смотрите, все что угодно. Большая витринка. Здесь есть все. Если вы не приходите на рынок субботний, да, это недалеко от субботнего рынка, то можно купить здесь, возле магазина, все, что нужно. Перейду перекресток. Вот так, если идти прямо, это дорога к морю. Я смотрю, помните, показывала тротуары, которые были все раскурочено, убрано. А сейчас раствор мешают и укладывают плитку. Смотрите, какая шикарная плитка получается. Во-первых, дорога намного стала шире, чем была. Было просто вот как бы до столба. А сейчас в 2 раза шире стало. Очень красивая плитка, все новое. Я думаю, весь район Теджи скоро будет не узнать. Потихоньку, но все делают. Это очень классно. Я сейчас на перекрестке Университетский бульвар. Вот смотрите, помните, я плитку показывала? Не было ничего. Здесь все уложена плитка. Вот там все полностью уложена плитка тротуарная. Смотрите, какая красота. Просто радуются глаза. И вот сюда повернула. Здесь также трактора были. Все копали, снимали все. А сейчас, смотрите, полностью идет до набережной вся плитка. И все новое. Как же все-таки классно, да? Где-то зима, а здесь идешь вот по-летнему. Просто отдыхаешь. Я когда в Санкт-Петербург ездила, я задубела. Просто как цуцик. Сейчас приехала, отогреваюсь здесь. Все-таки я обожаю Турцию. Иду и наслаждаюсь солнышком. Немножко загораю. Нос уже, конечно, обгорел немного. Но ничего, он всегда обгорает в первую очередь. Я скоро дойду до моря. Здесь буквально, ну сколько, ну метров 100 осталось. Да, даже не 100, а 50 осталось. Посмотрим на море и пойдем дальше гулять. Солнышко вам всем, друзья. Такого теплого. Если у вас холодно, пусть оно вас радует и греет. Море буквально вот здесь недалеко. И посмотрите, сколько тротуарной плитки привезли. Это с одной стороны и с другой стороны. Целые блоки. Смотрите, и цвет причем разный, да, очень красиво. И красная плитка, и серая. Все уложат, будет просто замечательно. Какое количество. Сейчас посмотрю, наверное, в ту сторону, как кафе идти. Да, работают, посмотрите. Люди работают. Мераба! Коллега Гельсин. Посмотрите, перекрыли дорогу, там техника, трактор. И все вот и с этой стороны уложили тротуарчик замечательно. И с другой стороны, пока плиточки нет, но все уложат. Бордюрчики уже уложены. Просто замечательно. Дорога к санаторию полицейскому вот так идет. Но мы пройдем вдоль набережной, посмотрим. И здесь, кстати, по этой дороге едут маршрутки. В конце там конечная остановка маршруток. Далмуши по-турецки. И потом я еще поверну вот в эту сторону, где дома. Вот эти, видите, новостройки, это Азур Resort. Поэтому погуляем там еще, посмотрим сегодня. Ну а сейчас пройдем к морю. Море вот рядышком. Камера, конечно, удаляет. Ну, я не знаю, тут несколько шагов осталось. Скоро подойдем к морю. Хочу показать вам эвкалипт. Какой он огромный.
Какая крона шикарная просто. Смотрите. И солнышко светит, лучи греют. Видите, какое солнышко? Оно вас тоже греет. Все, идем к морю. Посмотрим, насколько море очистилось после селей и штормов. Я сюда иду по такому пирсу небольшому. Видите, море еще не совсем чистое. Волны, конечно, сегодня ветерок. Ох, какие прям. Вот такая красота. Я думаю, к сезону, конечно, море очистится. Будет очень красивого синего цвета, изумрудно-синий. Начнется скоро купальный сезон. Ну, а мы пройдем по этой дорожке, по набережной. С правой стороны немного дальше будет санаторий полицейский. Здесь все растут такие деревья шикарные, эвкалипты. И вот эти кусты, они пока не цветут, но зеленые, но все равно радуют глаз. И такая трава зеленая. Красотища, правда? Пройдем вперед. Подойду поближе, покажу вам, что набережная еще, видите, ничего не убирали. Она полностью мусор, это все, это с моря выбросила штормом. А изначально сель, когда шла сель, все с гор, вот это деревья, ветки, палки, все несло в море. Теперь море очищает все само. В общем, все выбрасывает. То, что пришло на море, оно все очищается. Ну, это потом все уберут. Начнется купальный сезон, все пройдут тракторы, все соберут мусор. Обязательно камни почистят. Будет аккуратно и чисто. На набережной сегодня почти никого нет. Ну, кто-то выходит посмотреть на само море, подышать воздухом. Я гуляю одна, никого нет. Близко не буду подходить к полицейскому участку, там не буду снимать, потому что везде камеры стоят. Ну, я не знаю, можно снимать там или нет, чтобы не было никаких неприятностей. Здесь чем хорошо? Дорога, видите, вот эта часть, это для велосипедов, пешеходная зона. Очень удобно. Такая небольшая территория еще до моря. Ну, конечно, все видите сами, в каком оно состоянии. Я иду возле полицейского санатория. И смотрите, что здесь. Вот эти кабинки, ну не кабинки, а как душ после моря. Смотрите, как все разрушилось. Это шторм был сильный. Вот так все они попадали. Здесь перекрыто. Я смотрю, там дальше работает трактор. Не знаю, можно подойти или нельзя. В общем, вот такая история. Видите? Все разрушило. Немножко прошла вперед. Видите, как все обрушилось. Это все шторм. Полностью все кабинки. Все подмыло. Здесь все осыпалась, вся земля. Я иду по краю, не знаю, пройду немножко дальше, чтобы не провалиться. Потому что рухнуло все. Здесь даже вот я вижу плитка. Видите, она такая криво. Все. Вот все наклонилось. Даже боюсь туда ступать. Может, подмыто очень далеко под плиткой. Все вот эти кабинки такие душевые. Все смыло. Конечно, страшно. Представляете, какой силы был шторм, чтобы вот это все, камни, все это скинуть вниз и обрушить. Работает трактор, укрепляет набережную. Разрушено, конечно, очень сильно. Я вот иду и не знаю, подо мной там есть земля или нет. Видите, как? Здесь все ленточка натянута, что нельзя проходить. И прям до самого-самого забора. Вот это все такие последствия от шторма. Я возвращаюсь обратно и буду идти по другой дороге возле полицейского участка.
нужно обойти, потому что по набережной, вы сами видели, такие обрушения, там просто не пройти. И ленточка натянутая прямо до самого забора. Конечно, первый раз такое. Бывало там, что как бы подмывало, но не до такой степени. Сейчас пройду сюда. Везде натянули ленточки. Немного приблизила камеру. Посмотрите, какие горы. Чистые-чистые. Я вышла на перекресток. И сейчас вот сюда пройду, где полицейский участок, по дороге. Здесь асфальт, все новый. Очень хорошо. Иду в тенечке возле таких прекрасных деревьев зеленых. Здесь тротуарной плитки пока еще нет. Я не знаю, будут, ну, скорее всего, будут, конечно, с одной стороны укладывать. Напротив сада я не думаю, что будет. Но с этой стороны, скорее всего, будет плитка уложена. Что-то собирают турки. Вот они рвут какую-то зелень. Такие, знаете, кустики, как калачи. И добавляют в салат. Здесь оливковый сад, но он заброшен. Его не особо поливают. Поэтому рождаются оливки мелкие. Но турки собирают, я видела. И птицы поют. Красота. Трава зеленая. Посмотрите, цветы какие. Все зелененькое. Видите, оливки, они старенькие такие. Нету цветочков, пока ничего. Все зелено-зелено. Впереди вот это полицейский санаторий. Территория здесь очень огромная. Но я не буду туда камеру направлять. Хочу показать вот эту сторону. Здесь поле. Часто садят петрушку, капусту. А вот это дома, Азур Resort, мы обязательно сюда подойдем. Едет маршрутка в город. Черши. Конечная остановка до Черши. А останавливаются они вот здесь, здание такое невысокое. Это конечная остановка. Ну, мы дойдем, может, туда. Иду и балдею. Как же все-таки на улице тепло. Ой, ну не знаю, просто лето. Ой. Приезжайте в Турцию отдыхать. Не ждите жары. Сейчас самая хорошая погода. Солнце не так печет. Если кто не сильно любит жару, то сейчас отдыхать самый удачный момент. Вдоль моря шла, ветерок, конечно, такой хорошенький, там на голове сболтал. Непонятно что. Ну ладно, идем. Сейчас мы обойдем с другой стороны и посмотрим, там, где трактор роет, как там сильно подмыло. Хочу показать, вот тут маршрутки останавливаются. Там такая площадочка есть. Ну а мы сюда повернем сейчас. Пройдем. Посмотрим лево-право. Нужно обязательно смотреть. Потому что турки никогда не останавливаются и не пропускают пешеходов. Пойдемте сюда, друзья. Вот я вышла там, где трактор работает. Иду и радуюсь. Какая трава зеленая. Как ковер. Шикарно просто. Настроение отличное. Погода хорошая. Чего еще нужно, да? Подошла поближе. Здесь и машины, видите, привозят камни. И все. Трактор скидывает камни, укрепляет набережную. Вот так все делается. Смотрите, сколько уже насыпал. И с той стороны камни насыпали. А здесь, конечно, попробую подойти. Вот это все было смыто. Вообще ничего не было. Представляете, какая мощь была шторма? Конечно, не дай бог кому такое. Вот, все засыпают, потому что все было разрушено. В прошлом году также подмывало набережную, но не так близко было. Здесь вот это сите, его все время подсыпают, укрепляют, здесь камни кладут. Но в этом году как-то их обошло. А сила удара была основная возле полицейского участка.
Но вы посмотрите, вот заборчики, да, и мусор. Это все волны выбрасывали сюда на берег. И высота причем, вот смотрите, 1,5 метра. Вот такая мощь была. Вот сюда. Я представляю, тут, наверное, это уже убрали. Скорее всего, даже и в само Сите затекала вода. Потому что мусор, посмотрите, до самого забора. Вот это все так было выброшено волнами. Вот. Вот это уже все. Дальше идет вот там ресторан. Эльфель. Это рыбный ресторанчик. И начался район Чешмели. Там в основном идут дома Алипарисы. Это старые постройки. А здесь вот я как-то показывала. Сейчас пройду немножко. Вот это комплекс. Это новые постройки. Шикарный комплекс, конечно. Там и горки, все, и бассейны. Все есть. Вот смотрите, сколько вот это мусор. Это все выброшено с моря. Ну, а это уже ветки опилили деревья. Делают подрезку в Сите. Готовятся к лету. Поэтому все подрезают. И водичка с гор все равно вся стекает. Видите, в море. Море, конечно, сегодня... Ой, сейчас покажу вам, подождите, повернусь. Смотрите, как, видите? Откуда прям, хоп, вода заливает. Все так же обрушилось. Я не знаю, попробую сюда пройти. Главное, чтобы не упасть. Смотрите. Еще до сих пор деревья плавают, такие бревна в море, и рыжая вода. Ну, к сезону очистится. Вот так подмывает под плитами. Ветер, конечно, у моря прям сильный, но теплый-теплый. Я в футболке, мне совсем не холодно. Очень тепло. Иду сейчас к Сите Азур Resort. Посмотрим, что там есть, какая территория, строится там что или замерло. В общем, посмотрим. Иду обратно и хочу показать вам небо. Посмотрите, ни одной тучки даже нету. Очень красивые. Ни одной. Здесь раньше Сите построено. Смотрите, уже как деревья выросли. Вот эти вот елки, я не знаю, как они называются, вырастают очень быстро. Вот им, наверное, ну лет 5-6 максимум. И вот такие огромные деревья. А садят обычно маленькие кустики. Итак, друзья, я подхожу к этому комплексу Азур. Показываю, какая территория, что есть. Я не риэлтор, ничего не рекламирую ни в коей мере, вы знаете прекрасно. Просто показываю, как есть на самом деле. Вы все видите сами своими глазами. Сейчас подойду поближе. Смотрите. Так, скорее всего, это из 3 блоков. Вот посередине блок, он уже покрашен и застеклен. Боковые блоки, вот этот и тот, еще ничего не сделано. Ну, вот в этом блоке, я смотрю, уже побелены внутри. Первая побелка, грунтовка. А там пока ничего не вижу, далеко. Весь материал, конечно, на улице, но посажены пальмы. Это очень хорошо. Пока приедете, и когда ваш дом сдастся, территория, я думаю, будет зеленая и красивая. Подойду поближе, там трактор что-то роет, скорее всего, бассейн. Вот так все выглядит. Еще остановлюсь немножко, чтобы вы рассмотрели. Если у вас тут квартира, может, окошки ваши смотрят. Вот это на море смотрят все. Вот это, вот этот вообще прямо на море вид. Вот так все выглядит. О, здесь собачка охраняет, видите? Лает. Хочу показать расстояние. Вот смотрите. Вот дома, да, крайние. Вот сюда, сюда, сюда. И вот это, где пальмы, это уже набережная. И полицейский санаторий. Буквально недалеко тут, ну, я не знаю, ну, метров 200, наверное, максимум. Вот так все выглядит. Сейчас подойдем поближе. Здесь такой штатив, уровень, наверное, да?
под котлован роют. Посмотрим. Да, делают котлован для бассейна. Бассейн будет огромный. Если, конечно, это, ну, скорее всего, да, бассейн, он посередине обычно. Так все роют. Рядышком скорее офис продаж, но смотрю, никого нету. Нету ни сторожей, никого. И, кстати, вот смотрите, в кадушках такая зелень. Быстренько посадят потом. И вот как вот эти вот кустики, она будет расти. Все будет зеленое и очень красиво. И с другой стороны, если вот дом вот этот, да, видно горы просто шикарные. Там такие горы красивые. Это будет противоположно, это северная сторона. Вот так выглядят дома. Немного приблизила камеру. Смотрите, показываю снизу доверху. И вот этот дом. Но тут дерево немножко мешает. Но также я смотрю внутри, как бы сделали побелку. Ну, первый вот слой побелки. Пока ничего не сделано. Конечно, строиться еще будет, я не знаю, ну год, наверное, точно. Раньше не сдадут, потому что внутренняя работа, это очень долго делается. Немного отошла. Офис продаж, но все закрыто, никого нет. Конечно, красиво смотрятся дома, но когда сдадутся, я думаю, будет выглядеть еще лучше. Сама территория уложена плитка такая. И там дальше плитка хорошо. Ну, конечно, немножко тротуарчик разобрали, но я думаю, все сделают. И вот сюда я пройду. Здесь также, видите, собаки лают. Прокладывали трубы, вот это все рыли, это воду прокладывали. Потом все восстановят. А изначально, видите, дорога была уложена, все хорошо. Ну, все восстановят. Подошла к дереву, я смотрю, видите, бутончики. Это вот турецкая мимоза. Уже такие бутоны есть. И птицы поют, послушайте только. Слышно, нет? Ветер, конечно, сегодня сильный. А так трещат мелкие птички, не знаю. Вот там на верхушке. Для тех, кто впервые зашел ко мне на канал, меня зовут Вера. Я уже 3 года живу в Турции, в городе Мерсин, а конкретно район Теджи. Приехала я из Санкт-Петербурга вместе с мужем и взяли с собой кота. Здесь живем на ПМЖ. На своем канале я рассказываю, как я живу, что я вижу, я делюсь с вами, друзья. И показываю не только всю красоту, но и все то, что есть на самом деле. Конечно, и какая разруха, и свалки, и все на свете. В общем, заходите, я думаю, вам будет интересно посмотреть. Также я веду второй канал, это кулинарный канал, называется он «Вкусно с Верой». Я готовлю простые, но очень вкусные блюда и делюсь с вами рецептами. Кто любит готовить так же, как и я буду очень рада, если вы зайдете на мой канал, посмотрите, поделитесь своими рецептами. Я буду готовить. Я обожаю все, конечно, сладкое, мучное, но готовлю все. И супы, и, в общем, и мясное блюдо. Все готовлю. Сейчас я иду обратно. Смотрите, как красиво, да, район Теджи. Какие дома шикарные. Буквально вот 7 лет где-то, да, здесь вообще ничего не было. Несколько домов, сады. В основном лимонные, апельсиновые. Все это было засажено деревьями. Это все были сады. Сейчас, конечно, район Теджи просто не узнать. Все застраивается, развивается. Проложили трубы с водой чистой. Делают дороги, асфальт, тротуары. Это просто. А магазинов, сколько домов строится, вот все цокольные этажи, это все под магазины. Открывается очень много. Пекарни, новая школа. В общем, район супер перспективный будет.
Конечно, застраивается очень много. Земля не бесконечная. Быстро все застроят и все не будет. Потом будут строить за трассой Д400. Это уже подальше от моря, но все равно земли много. Иду, спина прям горит. Солнце так смолит. Просто лето. Пройду еще здесь, посмотрю. И буду идти в сторону дома. Видите, здесь тротуар. Бордюр положили, плитки еще нет. Но с другой стороны, молодцы ребята. Уже все сделали аккуратненько. Конечно, вот это все подметется потом. Но посмотрите, как классно идти, да? По новому тротуарчику. Вот такие здесь сите покажу вам. Это старые сите. Все зелено-зелено, все убирают. Как обычно, знаете, как у нас по весне, когда снег сойдет, все подметают, все, вот у кого свои участки, белят деревья. Вот погода такая же, знаете, как в мае, вот в Питере, наверное, май. Очень тепло. Хочу показать, как трудятся ребята дружно. И по возрасту, кто постарше, кто помоложе, все работают. Калайгельсен, да, Игенлер. Да. Да. Видите, как работают, все делают помощники Руси. Evet. Молодцы. Все работает. Игенлер. Гуле-гуле. Здесь молодые ребята. Также быстренько все укладывают. Хорошая им работа. И смотрите, сколько плитки здесь положили сначала. Выровняли такое все, песочек или я не знаю, ну, какой-то белый, смесь белая. Она пыльная, конечно, такая, но очень удобно все укладывают. Вы знаете, что хочу сказать? Причем вот работают не только в одном месте, а работают по району вот Теджи, практически по всем улицам. Дальше также трактор, видите? Все выравнивает, песочек, все завозят. А эта дорога, куда мы идем с вами мимо кафе, к морю. Вот, видите, море рядышком. А здесь кафе, корнер. И вот так работает трактор. Все выровняет, потом все уложит. Очень хорошо. Ну, а мы идем сюда. Видите, сколько плитки? На всех углах, везде. Сделали разметку, асфальт. Здесь было все перерыто. Когда мы с вами ходили на море, просто дорога была ужасная. Сейчас посмотрите, какая красота. С той стороны подготовили все, сняли старую плитку ненужную, потом выровняют все, засыпят. Я думаю, сегодня-завтра это все сделают. А здесь, я не знаю, вот дома какие-то, но живут люди. Были деревья высокие, все спилили. Ну, все отрастет. Пилят, конечно, турки. Знаете, как вот дерево подрезают? Просто оставляют вот такие столбы. Вот они. Видите, как? Вот пропилены просто столбики. Все, ребята, я иду домой. У нас сегодня прогулка не очень большая была. Прошли вдоль моря. Немножко прогулялись по территории Теджи. В общем, так. На сегодня я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. До новой встречи в новых видео. Пишите в комментарии, понравилась вам сегодняшняя прогулка или нет. Что бы вы хотели посмотреть. Я с удовольствием, конечно, покажу вам это. И вы сами все увидите своими глазами. Сейчас я прохожу. Вот это автобусный парк. Конечная остановка. Отсюда уходят автобусы. Много электрических автобусов. Очень хорошо. Ну, такая территория. Здесь асфальт, конечно, кусками уложен, но я думаю, со временем будет все отлично. Друзья, как всегда, у меня просьба к вам зайти на мой второй кулинарный канал, посмотреть, как я готовлю свои блюда, поделиться своими рецептами. В общем, я вас приглашаю. Называется мой кулинарный канал «Вкусно с Верой». Будет закреплен в описании к видео. Ну а на сегодня всем пока-пока.
Хорошего настроения, турецкого солнца и всего самого хорошего. Все, друзья, пока всем.